Ты же не хочешь думать о замене смартфона спустя год после его покупки или даже раньше. В этом видео самые распространенные ошибки при выборе и покупке смартфона, поэтому обязательно, повторюсь, обязательно смотри его до конца, чтобы не налажать. Лайк и подписка тоже обязательно. Погнали! Первой и очень частой ошибкой при выборе смартфона покупать его с минимальным объемом постоянной памяти. Многие покупатели считают, что 64 гигабайта встроенного хранилища им будет достаточно, а потом они выясняют, что едва ли половина пространства занята операционной системой. Удивлены они оказываются и размеру современных приложений. Сейчас любая программа способна весить 200-300 мегабайт, а в играх счет идет уже на гигабайты. Лет 10 назад все было чуть проще. Тогда создатели Android разрешили устанавливать приложения и игры на карту памяти. Теперь же этим смартфоны похвастаться не могут. На внешний накопитель можно переместить музыку, видео и документы, но не более того. А многие современные модели вообще не имеют слота для microSD. Сейчас рекомендуется брать смартфон, имеющий хотя бы 128 гигабайт постоянной памяти. И это при условии, что вы будете слушать музыку посредством онлайн-сервисов. А съемка видео в 4К разрешении для вас крайне нерегулярное занятие. Любителям игр лучше рассмотреть вариант покупки устройства, обладающего как минимум вдвое большим объемом встроенного хранилища. Про оперативную память также лучше не забывать. От оперативки зависит то, насколько быстро открываются приложения и как долго они будут удерживаться в фоне. Худший выбор — аппарат, имеющий 4 гигабайта оперативной памяти. С таким не исключены случаи, когда Яндекс.Музыка будет прерывать воспроизведение трека, если запущено какое-нибудь другое тяжелое приложение. Можно ли комфортно жить с устройством, имеющим 6 гигабайтов оперативной памяти? При определенных условиях да. Но если вы регулярно играете и пользуетесь камерой, лучше расщедриться на вариант, в котором встроено 8 гигабайт АЗУ. Многие модели сейчас продаются в разных конфигурациях. Одна обладает меньшим объемом оперативной памяти, она будет стоить дешевле всего. В другую встроено чуть большее число гигабайт. Это упрощает выбор. В случае нехватки АЗУ не нужно искать другую модель. Достаточно рассмотреть вариант покупки более дорогой версии того же смартфона. Еще одной фатальной ошибкой может стать предположение, что NFC есть в любой модели. Некоторые покупатели не обращают внимания на указываемый в технических характеристиках перечень беспроводных модулей, а потом они не понимают, почему новеньким смартфоном нельзя расплатиться на кассе. Такое происходит из-за отсутствия NFC. Чаще всего этого чипа нет в китайских версиях Xiaomi. Причина проста. В поднебесной на кассе гораздо чаще используют QR-код, нежели оплату через NFC. У нас все наоборот. QR-коды от СБП только начинают внедряться. Из-за санкций некоторые смартфоны не поддерживают оплату через NFC в наших странах. Если для вас это важно, предварительно прочитайте обзоры и посмотрите соответствующие видеоролики о понравившейся модели. И 100 раз подумайте перед покупкой iPhone, так как компания Apple до сих пор не предоставляет разработчикам банковских приложений доступ к чипу NFC. А вот желание получить высокую частоту обновления экрана тоже не является здравым. В последнее время производители смартфонов упорно твердят, что вам необходимый аппарат с дисплеем, обладающим лучшими характеристиками. Действительно, сейчас следует отдавать предпочтение AMOLED экрану, ведь его получают даже сравнительно недорогие модели. Но частота обновления дисплея не обязательно должна быть максимальной. Некоторые модели способны похвастаться экраном, частота обновления которого достигает 144 Гц. Это типичное геймерское значение. Но если на компьютере добиться такого FPS от игры можно, то на смартфонах они чаще всего выдают не более 120 FPS. И даже этот параметр достижим только при особом мощном процессоре или снижении уровня графики. Высокая частота обновления заметна и в меню операционной системы. Но нельзя сказать, что вас точно не устроит 90 Гц, а этим параметром обладают даже недорогие смартфоны. Только убедитесь в большом объеме оперативной памяти, так как без него вас ждут подтормаживания, из-за которых насладиться высокой частотой обновления экрана не удастся. Что касается 60 Гц, то некоторым потребителям хватит и их. Если вы собираетесь использовать устройство лишь для звонков и переписки в мессенджерах, то зачем переплачивать? А еще задумайтесь, прежде чем покупать смартфон без сервисов Google. Многие наслышаны о том, что в Китае доступны далеко не все мировые сайты. Там в основном пользуются собственными сервисами, а популярный у нас Google заблокирован. В связи с этим ошибкой станет покупка китайской версии смартфона, она наверняка окажется ограничена местными приложениями. Если уж и брать какой-нибудь Xiaomi, то только глобальную версию, предназначенную для мирового рынка. В этом случае вы и с языковой проблемой не столкнетесь.
Сложнее всего ситуация с Huawei и Honor. Первая уже достаточно много лет страдает от санкций США. Ей запрещено использовать Google сервисы. Поэтому была разработана оригинальная прошивка, а в качестве магазина приложений на смартфонах Huawei применяется App Gallery. Это накладывает на пользователя определенные трудности. Но жить с такими устройствами можно, просто к этому нужно быть готовым. Honor в 2020 году выделилась в отдельную компанию. Годом спустя было начато производство смартфонов, обособлено от Huawei. С этого времени на них начали появляться сервисы Google. Сейчас лишенных их моделей на прилавках магазинов уже не найти. Столкнуться с проблемой можно только при покупке БУ устройств или китайской версии аппарата. А вот гонка за мощнейшим процессором тоже не самая лучшая идея. И вот почему. Агрессивный маркетинг производителей смартфонов вызывает желание приобрести девайс, процессор которого выдает наивысшую и близкую к ней мощность. На самом деле совершенно не обязательно выкладывать огромные деньги за смартфон с топовым и самым свежим чипсетом. Уже не раз сравнивались между собой новинки и прошлогодние флагманы, а также рассматривались устройства не первой свежести. В результате выяснялось, что смартфоны разных лет не всегда отличаются по производительности. Также Huawei не имеет доступа к новейшим процессорам. Она выпускает аппараты на базе Snapdragon 888, что не мешает им показывать высокое быстродействие. Существует исключение из обозначенного правила. Имя ему — гейминг. Если вы собираетесь регулярно играть в шутеры, лучше смотреть в сторону смартфонов с очень мощным процессором. Это одновременно обеспечит высокий FPS и лучшие настройки графики. Также можно будет рассчитывать на чуть более длительную автономную работу, так как новые чипы изготавливаются по все более тонкому процессу. Еще одна ошибка — покупать смартфон и в первую очередь смотреть на то, какой огромный объем его батареи. Эта ошибка сразу по нескольким причинам. Samsung, Apple, Xiaomi и прочие производители давно могли бы встраивать аккумулятор емкостью 10 тысяч мАч, но это привело бы к существенному увеличению габаритов и веса. Неудивительно, что сейчас делается ставка на стандартный аккумулятор. Вместо повышения его емкости крупные компании стараются внедрить ультрабыструю зарядку. Если батарея наполняется энергией всего за полчаса, то уже совершенно не заботит тот факт, что подключать сетевой адаптер приходится ежедневно. Не стоит обращать внимание на емкость аккумулятора и по второй причине. Продолжительность автономной работы зависит не только от нее. На этот параметр влияют процессор и экран. Если дисплей изготовлен по технологии IPS, то он имеет отдельный слой с подсветкой, которая активно потребляет энергию. Желаете не очень часто вспоминать о зарядном устройстве? Выбирайте смартфон с AMOLED-экраном. А чипсет может быть изготовлен по разному техпроцессу. Чем он меньше, тем ниже энергопотребление. А самое главное заблуждение — считать, что высокое разрешение камеры дает лучшее качество съемки. Производители смартфонов до сих пор нередко делают упор на количество мегапикселей. Но сейчас уже все большее число людей понимает, что качество фотографий и видеороликов зависит не только от него. Гораздо важнее физический размер матрицы. В крупном сенсоре каждый пиксель будет улавливать большой объем света. Если желаете получить детализированные и красочные снимки, следует смотреть в сторону смартфона, основная камера которого оснащена матрицей размером 1,7 дюйма или около того. Съемка качественного 4К видео вообще не зависит от разрешения сенсора. На нее теоретически способна даже 10-мегапиксельная матрица, что подтверждает ее применение в экшн-камерах. Все зависит исключительно от того, справляется ли с этой задачей процессор. Вместо разрешения рекомендую обращать внимание на количество и тип камер. Чем их больше, тем шире простор действий. В туристических поездках пригодится оптический зум. На природе можно воспользоваться камерой для макросъемки, а сверхширокоугольный модуль в идеале должен иметь хотя бы 5-мегапиксельную матрицу. Да, разрешение — это не так важно, но из скромных 2 мегапикселей точно ничего хорошего не выжать. А еще обязательно подумайте о звуке. Банально и просто, но мало кого беспокоит этот параметр. Практически никто уже не использует для воспроизведения музыки отдельное устройство, поэтому при выборе смартфона нужно подумать о том, как он будет справляться с этой задачей. В идеале аппарат должен обладать стереодинамиками. Это предоставит положительное впечатление, в том числе при просмотре фильмов и во время игр. Подумать следует и о том, как звук станет передаваться на наушники и колонки. Если вы до сих пор пользуетесь проводной гарнитурой, желательно наличие 3,5 мм аудиоразъема, иначе придется держать под рукой переходник. Остальным следует смотреть на версию Bluetooth. Чем она современнее, тем меньше будет тратиться энергии. Конечно, при условии, что и беспроводные наушники окажутся не самыми старыми. Пиши в комментариях, какие еще ошибки можно допустить при покупке смартфона.
Про лайк и подписку также не забывай. И смотри вот это видео, если хочешь купить нормальный Android смартфон.